Рынок криптовалют в зеленой зоне, и сегодня разберемся с монетами, в которые я захожу, из которых выхожу, где я фиксирую прибыль, где я несу убытки, покажу вам гемы, на которых также потенциально можно собрать еще иксы. Будет интересно, поехали! Всем привет, вы на канале CryptoGirba, меня зовут Сергей Гирба, и сегодня будем разбираться с рынком криптовалют. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю, что в ролике вы будете видеть буквы, эти буквы нужно собрать в слово. Это одно из 12 слов сид-фразы. Кто посмотрит 12 роликов, соберет 12 слов, тот первый получит доступ к криптокошельку. А верный порядок слов я опубликую у себя в телеграм-канале, когда выйдет последний ролик с последним словом. Итак, начнем с позитива. Subsquid стоит 26 центов, и на этих отметках я зафиксировал 55% позиции. Моя точка входа была около 5-6 центов, как и у многих, кто за мной давно следит. У кого-то может чуть выше была, около 10 центов, но это все равно уже 2,5 икса. Сейчас был нон-стоп просто рост, и он в принципе-то и продолжается, но после такого бурного роста, вероятно, будет коррекция. И она, возможно, будет очень жесткой, то есть буквально одна свеча вниз и мы на 16 центов. К такому нужно быть готовым, поэтому нужно подстраховаться, и поэтому я принял решение зафиксировать часть позиции. Почему не всю? Потому что я вижу, как выкупают на падениях этот токен. Этот токен явно еще себя проявит. Думаю, он все-таки улетит и выше доллара, и полетит и к 3 долларам. Естественно, через коррекции. Поэтому я просто занизил риски. Часть монет у меня осталась, если будет безоткатный рост. А часть монет я еще могу докупить, если все-таки будет сильная коррекция. А теперь посмотрим, где я зафиксировал убыток. Я вышел из токена Apex по цене 69 центов. И почему же я это сделал? Вдруг внезапно решил выйти. То есть до этого у меня там и выходили ролики про этот проект, и я ждал, что будет 10-20 долларов, но я ждал при условии одном, что монеты будут залочены, не будут выпускаться в рынок новые монеты. А произошло именно то, что произошло, это фондом раздали кучу монет, и они начали лить в стакан. И у них этих монет очень много, еще очень много не слито. Поэтому здесь есть потенциал к стремительному падению и дальше даже на бычьем рынке. Моя точка входа была $1.80. В среднем, кто со мной заходил, у них где-то $1,5 было, плюс-минус. Соответственно, зафиксировалось около 2-3 иксов убытка. Что же здесь происходило? Итак, 9 мая я получаю уведомление, что Apex летит вниз. Я сначала подумал, что окей, наверное, там весь рынок корректируется, ничего страшного. Но потом начал смотреть внимательнее. Мне приходит уведомление на почту. Я поставил алерты на фонды, то есть если будут какие-то движения, то будет соответственно мне уведомление. И мне приходит уведомление, что разлочилось 19 миллионов монет Apex. И что мы видим? Этот разлог был 9 мая 12:53. Смотрим на график. 9 мая в час дня начинается сильнейшая свеча падения. При этом весь рынок растет, то есть там плюс 10-20% в среднем на любую вообще монету. Соответственно, мы видим, что здесь наоборот минус 20%. Но это аномалия. Когда происходит такая аномалия, обычно команда выходит, говорит, там нас взломали, там что-то произошло. И если это нормальная команда, могут понять и дальше сидеть в этом токене лояльные люди. Но здесь же, когда начали напрямую спрашивать, начали писать, что это какая-то ошибка на CoinMarketCap там с циркуляцией, еще там что-то прочее, на прямые вопросы про разлог не отвечали. То есть им нужно было время, чтобы слить сначала все в стакан перед тем, как делать анонс. Анонс был только на следующий день, когда объявили, что да, мы решили разлочить все монеты и пусть они отправятся в рынок. Заходил в чат по Apex, смотрел там тоже все, высказал там тоже свое мнение в текстовом формате, но при этом я принял решение полностью зафиксировать здесь убыток. И также поступили лояльные мои друзья, знакомые, которые следят за мной, которые ко мне прислушались, также поступили, зафиксировали именно по этой позиции убыток. Так бывает, это крипта. Здесь важна тоже и диверсификация по нескольким монетам, потому что может один проект вот так отлететь, грубо говоря, пойти на ноль, а какой-то другой будет наоборот стрелять. И если вы положили, например, $100 в Apex, он упал в 5 раз, там у вас $20.
и положили еще $100 в Subscript, у вас там $500. Если вы суммарно посмотрите на свой профит, вы все равно будете в плюс 2,5 икса. Соответственно, такие потери нивелируются за счет роста других монет. А здесь что же было дальше? Токен начал ушатываться, полетел там вообще куда-то вниз. Они начали покупать рекламу у инфлюенсеров. Я видел как минимум у 3 инфлюенсеров, когда публиковали посты, что они покупают Apex на этом сливе. Это как раз происходило здесь, когда вот токен уже начинал ушатываться и пошел отскок. Что же было дальше? Дальше мы смотрим, что после этого отскока сейчас цена опять идет вниз. И она начала идти 12 мая. А 12 мая что произошло? Мне приходит уведомление, что Dragonfly Capital отправляет на Bybit 1,5 миллиона Apex. То есть 12 мая в 6 утра они пополнили еще биржу, чтобы, видимо, еще слить в стакан. И вот они сливают в стакан после 12 мая. И так будет и дальше. То есть, видимо, их план такой, что на бычьем рынке они будут всеми способами, возможно, через маркетинг как-то пытаться продавить цену, чтобы пришла ликвидность вверх, и на этой ликвидности будут разгружаться. И у нас получится такой своеобразный новый Starknet. Здесь я участвовать больше в этом не хочу. Здесь я не вижу никакого смысла, если у нас еще 80% всех монет может пойти в рынок. Это колоссальные риски. Поэтому здесь я больше сидеть не готов. Есть более понятные активы, где можно попробовать заработать. Но точно уже не здесь. Так что по Apex я фиксирую убыток и больше покупать его не планирую. И вам тоже не советую. А если вы хотите его купить, то 10 раз подумайте, что 80% эмиссии может еще прийти в рынок. Ну а то, что осталось от Apex, я сделал ребаланс в монету VXT. Это биржевой токен VIX. О нем я уже ранее писал. Здесь всего сейчас 3 икса от самой точки начала существования этого токена. Биржевые токены, я считаю, что они стремятся к доллар плюс. Соответственно, здесь есть огромный потенциал. Биржа сейчас развивается, вкладывает деньги в маркетинг. Поэтому здесь очень хороший апсайд и понятная структура, почему этот токен может вырасти и до каких значений. Поэтому я сюда переложил все, что было из Apex, и так еще просто покупал. И сейчас просто жду сильных движений. Моя точка входа здесь как раз около 3 центов. Следующая монета, в которой я уже тоже давно сижу, сейчас она у меня в чуть-чуть небольшом минусе, потому что я заходил около 10 центов. Но здесь суть остается прежней, что монета ходит в основном в диапазоне 10-20 центов и имеет апсайд, на мой взгляд, улететь гораздо выше при общем альтсезоне и когда эфир полетит на 5 плюс тысяч долларов. Здесь был аномальный слив, как и вот здесь, в принципе, нижние значения, от которых возможны вот такие вот свечи пампа. Даже если вы не верите в монету эту по доллару, по 2, как я, то все равно вот возврат в этот коридор, он может принести хорошую доходность. Например, если вы берете ниже 10 центов и продаете по 17-20 долларов, то у вас уже там около 2 иксов. Следующая монета это мем Tutorial, это мем на BNB. И сейчас, когда отскочили Solana мемы в основном, я считаю, что следующие отскочат BNB мемы. И мы видим, что цена в принципе нашла у себя уже здесь поддержку, был выход и ретест. Соответственно, я жду по этой монете не каких-то безумных значений, а на X2 уже в принципе готов зафиксировать большую часть позиции, а дальше оставить на удачу что-то еще немножко. Это, грубо говоря, мем от Binance биржи, поэтому здесь могут быть в принципе-то неплохие движения. Она может и на миллиардные капы случайно так улететь. Но все-таки здесь риск повышен, потому что это мем. Так что здесь можно даже какой-нибудь стоп поставить под эти нижние значения. Ну, либо просто подождать, как цена реализуется, и часть профита обязательно зафиксировать при росте. Эту монету я также у себя указывал в телеграм-канале, в нее зашел, жду реализации моей идеи. Ну и последняя на сегодня монетка, это монетка Guru. У нее еще пока низкая ликвидность, низкая капитализация. Однако, если посмотреть на биржевые объемы, они сейчас начали расти на дне, как это было уже однажды в прошлом. И эта монета, так как она мелко кап, здесь есть и, конечно, свои риски, но и свои плюсы. Она может очень быстро выстрелить. Поэтому что можно здесь сделать? Можно зайти, поставить сразу, забрать свое где-нибудь на X2
тех значений, которые вы зашли, и просто подождать этого выстрела ликвидности. Потому что когда происходит такая картина, после укатки приходит на дне объем и разворачивают этот объем цену, то очень высока вероятность хотя бы даже роста вот значением 0,0116 здесь. А это 4 икса с текущих. Соответственно, если вы сейчас зайдете, поставите какой-нибудь тейк на x2, чтобы забрать свое, остаток оставите, то если вдруг эта монета куда-то вверх еще улетит, то можно собрать неплохую прибыль. На этом у меня на сегодня все. Рассмотрели монетки, посмотрели, где мы фиксируем прибыль, где мы фиксируем убытки, нашли новые гемы. Надеюсь, получится на этом всем в конечном итоге прилично заработать. Желаю вам всем профита, до новых встреч!